Представители знака зодиака Стрелец, Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, зима 2023-2024 года. Как изменится моя жизнь? Давайте такой вопрос зададим картам. И у нас сегодня две колоды. Колода добра, Колет Барон Рид, и колода Таро Истока. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, если мы подключим нашу интуицию, определенно какие-то подсказки для нас будут присутствовать. Вот давайте мы начнем с того, что мы на колоде добра достанем 3 карты. Это будет как сигнификация помесячно. Декабрь, январь, февраль. Конечно, может не совпадать где-то в последовательности месяцев. Может быть, какое-то дело, которое, в принципе, будет важно в течение всей зимы. Но, я надеюсь, все равно энергии мы с вами узнаем. Итак, на декабрь. Как изменится ваша жизнь, мои дорогие стрельцы? Январь 2024. Как изменится ваша жизнь? И февраль. Как изменится ваша жизнь, мои дорогие стрельцы? Давайте узнаем. И на колоде Таро Истока мы немножко раскроем 3 карты. И в целом посмотрим энергии. Как видят карты. Первое у нас дела, работа, бизнес. Любые дела, даже если вы не работаете, чем-то же вы все равно занимаетесь. Давайте узнаем денежная энергия для вас. Что в личной жизни? И в последующем мы раскроем эти карты. Каковы неожиданные события? Неожиданности. Ну и приятности тоже давайте достанем. Что нас будет радовать, что будет помогать. Подведем итог, достанем карту совет. Объединим все предыдущие карты. Давайте откроем и узнаем, что же декабрь, король огня. Ваша энергетика огненная, мои дорогие. Вы люди солнечные. И по королю огня это когда у нас есть возможность осуществить наше желание. Как будто вы будете знать, как действовать, какие методы применить. Может быть, где-то и отступить полшага назад, а где-то и ускориться. В зависимости от того, что вы хотите осуществить или какая обстановка. В этой колоде карт великий мудрец, король огня, который знает, как реализовать какую-то свою мечту, как сказку сделать былью, где воплотить в реальность вашу какую-то цель, намерение, то, что вы хотите осуществить. И, безусловно, у нас достаточно будет сил. По этой карте проходит духовный лидер. И это к вам могут, мои дорогие стрельцы, обращаться за советом. Может быть, это карта наставничества. Может быть, это вы будете кому-то, как передавать свой опыт или свою какую-то экспертность. Может быть, по этой карте вы решите строить карьеру, и это прекрасно. Вообще, это лидерство само по себе и новые идеи. Когда я знаю, что я хочу, и я знаю, каким образом это воплотить в жизнь. Прекрасно. У каждого своя какая-то просто пройдет составляющая. У кого-то это может касаться ваших, может быть, заработков или построения карьеры, честолюбивые планы, может быть, творчество ваше, ремесло, все что угодно. Или, может быть, и отношения, когда вам именно хочется так построить, как вы это видите. И у вас будет достаточно мудрости, чтобы объяснить, и человек принял вашу позицию. Если нужно с кем-то договориться, да практически нет ничего невозможного. Вот такие энергии. И хорошее настроение, безусловно. Туз воздуха. На январь 2024, посмотрите, Пегас мчится, как будто летит. По тузу воздуха я всегда называю эту карту «Выход из лабиринта». Значит, какой-то вопрос даже, который стоял на паузе, может быть, какое-то время. Или мы не знали, как к нему подступиться. Вот здесь точно будут как и возможности, так и ваши, какой метод воспользоваться или приложить, да, вы тоже будете знать. По этой карте идет судьба, рок. Но в хорошем смысле, когда что-то для нас как пространство помогает. Мы действительно реально можем осуществить. Какая-то ситуация, меня смотрят люди из разных стран, и у кого-то обстановка достаточно турбулентная вокруг. Значит, вы будете
видеть, и словно ангелы, пространство, знаете, Вселенная вам будет помогать найти этот самый выход из лабиринта, сделать для себя что-то очень хорошее, значимое, понимаете? А предыдущая карта, король огня, как раз и говорит о том, что вы как будто можете соединить и возвышенное, и земное. Ну, наверное, любой вопрос, какой бы ни стоял на повестке дня, у вас в течение января может быть решен именно благодаря вашему интеллекту. Вы что-то сначала будете обдумывать, как будто, может быть, где-то анализировать, взвешивать, потому что вывод сам по себе – это ведь продукт как раз нашего ума. Но, видимо, это еще и будет иметь какое-то продолжение. И не только на зимний период, а на последующий, это ведь только начало. И вот это начало на 2024 год вы где-то можете заложить уже зимой. Может быть, для кого-то это будет касаться работы, я меняю работу. Или я теперь буду развивать свое творчество или ремесло. Или это может быть вопрос в отношениях, а у кого-то вопрос переезда или выхода из какой-то очень сложной ситуации. И так тоже может быть. Но все со знаком плюс. Февраль. Паш огня. Много вашей энергии огненной, солнечной, и по пажу огня мы хотим воплотить в жизнь. Даже если, да, вот смотрите, она такая, вроде бы темноватая карта, но много красок. Вот для вас жизнь будет играть разными красками, разные возможности. Как будто манят вас, зовут. Хочется, безусловно, воплотить что-то в жизнь. По этой карте можем получить какую-то информацию или события, словно развиваясь, каким-то своим чередом, опять же, для вас дают новые возможности. Безусловно, по этой карте есть такое значение авантюра или риск, но, значит, с учетом туза воздуха, это где-то просчитано. Правда, элемент новизны с начала 2024 года вам самим, как бы для себя самого или самой не захочется оглядываться назад. Много сил, достаточно физической энергии и, опять же, в пространстве словно достаточно возможностей, как самореализоваться, так и сделать что-то, то, знаете, как проект, которым мы в хорошем смысле живем, горим, нам хочется это осуществлять. Это как новый оптимизм какой-то, волна, да, такая, которая нас, ну, без каких-то уговоров и усилий словно зовет за собой, и мы где-то чувствуем, что вот в этой области меня ждет успех. Вот что-то надо будет сделать, совершить, может быть, такое для вас, не поставив что-либо на паузу, понимаете, по пажу огня есть такой элемент, когда мы не должны это отложить на потом. Может быть, это будет, правда, какая-то информация, но ее не до бесконечности обдумывать, а быстро надо будет проанализировать. И энергии вам ваши это будут позволять. Ошибиться мы тоже не должны, потому что по тузу воздуха, как раз предыдущая карта, это карта уже мудрости. Если мы знаем, как выйти из лабиринта, значит, мы точно знаем, как туда еще раз не попасть. И поэтому, ну, где-то будет минимальный вариант ошибиться. Вот в этом плане я хотела сказать тоже. Это немаловажно. Когда есть опыт, и мы знаем, как его применить. Дела, работа, бизнес, мои дорогие. Семерка мечей. Ну, тоже своего рода выбор. Вот именно в этой колоде, посмотрите, рука забирает 5 мечей. О чем нам говорят? Мы не должны себя подвергать риску. Мы быть более гибче или адаптированней к ситуации должны быть. Но все же я почему про риск? В этой колоде карт как будто мы должны решить, берем мы эти мечи или мы их оставляем. И решение будет только за вами. Мы их можем забрать. То есть мы можем что-то осуществить, то, что мы хотим. Но будет стоять на повестке дня вопрос целесообразности. А может быть и не нужно, ведь можно порезаться. И как будто порезаться и оставить пятна, следы своей крови, если мы говорим так, иносказательно, аллегорически. И что это будет означать? Что какая-то история, мы как будто в ней можем, ну, своего рода наследить, увязнуть, а потом она нам о себе напомнит. Вот примите, наверное, это к сведению. Не должно быть даже риска такого, который сейчас может выглядеть как какой-то успех или фурор, а в последующем вернуться с каким-то продолжением для нас неожиданным. И мы будем с этой ситуацией разбираться один на один. Поэтому быть гибче – это правда, но и немножко смотреть вперед. У вас
верхние карты как раз о продолжении каком-то, о том, что, наверное, в течение зимнего периода будут важны вопросы, проекты, или темы какие-то, или соглашения конкретно, если мы про людей говорим. То, что для вас значимо на длительный период времени, то, что для вас означает прогресс, а не регресс. И причем те ситуации, когда мы их решили, и мы где-то о них уже забыли. Или мы точно знаем, что ну, каких-то подводных камней там для нас не будет. Или мутной какой-то ситуации мы тут тоже не должны допустить. Финансы. Ну, тут все прекрасно. Король чаш, он как раз великий специалист по финансам. Он вообще по материальному миру один из самых надежных людей, скажем так. Почему? Потому что, обратите внимание, это касается любых колод. Всегда изображается на каком-то постаменте. И здесь у нас словно сидит, кстати, в костюме джентльмен, у нас представлен король чаш. И его своеобразное такое кресло, оно находится тоже на какой-то каменной основе. Это и есть тот материализм, который создает ему не просто подушку безопасности, а еще и какую-то уверенность, ну, как незыблемость, да, волны вокруг плещутся, а он сидит довольный. То есть ничто не нарушает его уверенности в завтрашнем дне, в сегодняшнем, его статусе. Нет никакого риска финансов, вот он умеет просчитать риски. И что еще отличает у нас короля чаш? Что он умеет разграничить очень правильно эмоции и вопросы финансов. Или вопросы, которые решаются, допустим, по делам, по вашему заработку, по способам заработка. Там, где следует проявить эти самые эмоции, он будет их проявлять. Но как будто в вопросах дела, работа, бизнес и деньги для вас не должно быть никаких эмоций. Должно быть полное хладнокровие. И тогда, пусть даже бушующий океан вокруг вас, мои дорогие стрельцы, какой-то вопрос вы решите с точкой, надежно. И как на будущее также можете заложить себе какой-то прогресс материальный, когда не просто стабильность материальная, а когда я могу что-то рассчитать на последующий период. Есть такой еще момент по этой карте, что это могут быть деньги вашего партнера или деньги из разных источников для кого-то, но финансами вы останетесь определенно довольны. Что в личной жизни? В личной жизни карта башня. И обратите внимание, в этой колоде такая башня на башню не похожа. Есть определенный как перекос, как будто верхняя часть нам изображена более такая, ну, как громоздка, непонятная, а нижняя как раз неустойчивая. По этой карте есть то, может быть, то, что все же мы смотрим больше на отношения, и у каждого, безусловно, здесь будет по-разному, но есть то, что как будто не может быть продолжено в таком же качестве, как и прежде. Мы вынуждены признать, что та обстановка, которая сложилась на данный момент, это уже мы не можем где-то исключить. Для кого-то из вас эта карта может означать как буквально опасность, и вам придется принимать очень важные решения. Включает в себя также значение этой карты, что мы можем спастись в последний момент. И опять же повторюсь, меня смотрят люди из разных стран. Значит, если обстановка вокруг вас, ну, такая включает где-то риск и опасность, мы можем выйти, как будто в последний момент мы можем запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Даже если прежде мы не думали, что предпримем какие-то действия, может быть, они выглядят как-то альтернативно, или они не входили в ваши планы, или они, ну, были из разряда чего-то иррационального для вас, то здесь им будет как будто самое время, потому что полная смена парадигмы идет по этой карте. У кого-то это может касаться и способов заработка или вашего самовыражения, честолюбивых, как мы говорим, планов. Но у кого-то это может быть и ситуация в вашей личной жизни или обстановка вокруг, в той местности, где вы проживаете. Поэтому будьте внимательны. Но надо сказать, что как будто
в значении, я начала с этого, что громоздкая верхняя часть — это как будто то, что мы не можем изменить. Какая-то ситуация просто достигла пика. Может быть, мы чему-то не придавали раньше значения. А теперь это не может быть надежно и устойчиво. Нам придется что-то изменить. Давайте мы посмотрим на колоде по разным позициям. Поясняющие карты достанем, потому что, конечно, у кого-то это будет выход из какого-то сложного положения, как будто с учетом всех карт, вот выход из лабиринта. Вы будете знать, как, каким образом. Но мы достанем первая карта для тех, кто в паре. Что это означает? Для тех, кто в паре или кто человек семейный. Энергетику посмотрим. Девятка мечей. Да вообще мы тут сами себе можем надумать каких-то страхов. И карта говорит первое. Страх искажает реальность. Нам важно увидеть какую-то реальность именно. Не время глубокой философии и не время каким-то сомнениям. Может быть, у кого-то это будет сопряжено, что действительно вы что-то длительное время обдумывали, а в итоге настолько углубились в свой внутренний где-то мир или философию, что там уже и застряли. Мы не должны, где-то подвергать сомнению именно саму реальность, то, что есть в нашей жизни. Нам как будто может мешать вот это глубокомыслие. Мы можем додумываться до непонятно чего. Как будто нет никаких преград. Это наши мысли, которые нас где-то словно держат заперти. Понимаете, их больше ничего. Давайте еще. А на самом деле, десятка чаш, мои дорогие. Можно сказать, вторая у нас позиция, я ее планировала для тех, кто, может быть, в ссоре или в сложных отношениях. Так вот, мои дорогие, для тех, кто в паре, бывает же, или точнее не бывает все радужно, все равно какая-то ложка дегтя, как правило, присутствует. И если есть какие-то недосказанности, недоговоренности, не поняли вы где-то друг друга, посмотрите, десятку чаш можно сделать. Из какой-то темноты выйти к радости, к свету, к счастью, мои дорогие. Вот вам сюда, вам не сюда. Вам просто будут мешать вот эти мысли и внутренние где-то сомнения. А реальность, она совершенно другая. Вот ваша задача. Для тех, кто в сложных отношениях, давайте достанем. Хотя карта так тоже, кстати, посмотрите, 13-й аркан дополняет как раз значение десятки чаши. Говорит, что это карта трансформации. И если вы сейчас, на данный момент времени, не смогли договориться со своим партнером, или какие-то прежние ваши отношения, может быть, они были утрачены, и здесь у каждого немножко по-своему. Если вам есть как будто что терять, или вы хотите возобновить отношения, или вы, может быть, даже чувствуете, что виной был импульс, который исходил именно от вас. Самое время помириться, признать, может быть, вот это где-то башней будет говорить, признать, что, что-то было, может быть, неправильно тобой сказано, или, может быть, это был какой-то импульс, и есть смысл пойти на какое-то примирение, по крайней мере, не сидеть и не думать в каких-то страхах. Отчасти можно переложить и на вторую позицию, потому что тоже темновато. Как раз в этом значении 13-й аркан и в этой колоде говорит, что нам вот эти деревья, которые кажутся безжизненными, нам показана лошадь, которая скачет в темноте, в стужу, в мороз, все белое и темно, полный какой-то как и холод, так и темнота, ощущение какой-то безысходности. Но нам говорят, вот эти деревья, которые по бокам аллеи кажутся безжизненными, наступит весна, и все зацветет. У вас какую-то ситуацию кардинально не просто к ней вернуться и пытаться что-то доказывать, а оставить прошлое в прошлом и идти вперед. Для кого-то это будет означать завершение, правда, какой-то сложной ситуации, а для кого-то из вас возможность, правда, помириться и закончить какой-то конфликт. Найти взаимопонимание, найти согласие именно, чтобы зацвело все в вашей жизни, в вашем сердце, в вашей душе, мои дорогие стрельцы. Давайте мы посмотрим для тех,
Кто один или одна новое знакомство, возможно ли в зимний период? Шестерка чаш. Не сказала бы, что это новое знакомство, где-то больше люди из прошлого. Но, знаете, наверное, вот анализируя все эти карты, храните те отношения и тех людей, которые к вам относятся искренне. Те, которые, ну, вас воспринимают, мои дорогие стрельцы, такими, как вы есть. Не пытаются под свою какую-то ситуацию прогнуть или переделать под свою какую-то философию, а просто вас любят. Или вы кому-то просто дороги. Вот эти отношения точно нужно развивать. Я не могу сказать, что это новое знакомство, но люди из прошлого могут вернуться. Может быть, даже те, о которых вы забыли. Может быть, это было десятилетия назад, а здесь что-то по новой. Вот, может быть, такой союз вас или отношения захватит где-то. Но, видимо, какая-то история может иметь продолжение. Ну, а для кого-то, если есть какая-то сложность, надо, значит, принять какую-то реальность тоже. Вот все мы отталкиваемся, наверное, от надежности и искренности. Потому что по шестерке чаш всегда проходит искренность. Если есть искренность в отношениях, значит определенно их стоит продолжать. И даже если прежде мы не слышали и не видели этого человека, и вдруг он появляется в вашей жизни, значит для чего-то он, скорее всего, появился. Может быть, это не значит, что сразу какая-то любовь и дальнейшее продолжение с бурным романом. Нет, это может быть, знаете, как мы говорим, по судьбе человек появляется для того, чтобы мы с чем-то определились или увидели жизнь в каком-то другом ракурсе. Такое тоже может быть. Неожиданное событие, туз чаш. А ведь правда, у кого-то любовь, счастье, радость. Когда у вас получится осуществить какой-то проект, это в неожиданностях. Это могут быть возможности, совершенно невероятные, которых вы не ждете. Или те, которые вы, может быть, ждали. И вот этот туз воздуха, как выход из лабиринта, будет означать, как неожиданность, решить тот или иной вопрос. В любой сфере жизни, мои дорогие стрельцы. Мне нечего добавить, правда, в неожиданностях счастье и радость. В приятностях тогда что? В возможностях. Карта заслуженного успеха. Шестерка мечей. Это всегда, знаете, как мы отправляемся словно в свободное плавание с новыми какими-то помыслами, замыслами, с новыми идеями. И у нас получится. Получится, потому что мы прикладываем усилия. Или готовы какое-то дело, проект развивать. Может быть, отношения развивать. Может быть, в неожиданностях у кого-то переезд, мои дорогие, или какая-то поездка. Если вам, в принципе, кто-то предложит, да, а давай мы с тобой, допустим, на Новый год куда-то поедем, отправимся. Ни минуты не сомневайтесь, отправляйтесь в это путешествие. Для чего-то оно вам будет нужно. Но также и еще нам могут говорить, что изменяется пространство, какие-то события вокруг вас происходят, и они вас подталкивают, может быть, к какому-то выводу или к выходу. По шестерке мечей есть такое значение, как изменение пути. Есть еще и такой смысл, словно посвящение. У кого-то это возможность поменять работу или сферу деятельности, у кого-то осуществить переезд, у кого-то воплотить в жизнь ту свою идею, цель, намерение, которую вы хотели, и где-то старт будет с декабря. Вот по этой карте духовного наставника, я уже говорила, вы как будто будете знать, что нужно делать и какие действия будут, ну, бесполезны. И это конкретное видение, поэтому есть все возможности осуществить даже то, что поначалу кажется иррациональным. Это будет важно. Нет преград. Туз чаш, шестерка мечей. Карта заслуженного успеха. То есть прикладывать действия или как-то участвовать нам придется для того, чтобы осуществить успешно какое-то дело. Карта совет. Правда, по восьмерке жезлов. Будет какая-то спонтанность, радость, возможности, предложения. У кого-то, знаете, информация приходит, и нужно действительно быстро собраться куда-то поехать. У нас сама по себе восьмерка представлена в этой колоде как путь. Считайте, как жизненный путь. И ведет как солнце, которое восходит на горизонте. И солнечные лучи в этой карте прорисованы дополнительно линиями, словно усилить художник хотел этот эффект. Вот дорога к свету, дорога к счастью.
Примите какую-то новую данность. Пусть это будет совсем не так или не таким способом, как вы раньше, может быть, это думали. Или предполагали, что события будут или должны развиваться определенным образом. Здесь есть элемент внезапности, но от того, как мы быстро откликнемся на чье-то предложение, или когда мы собственную идею тоже воплотим в жизнь, это для нас и будет означать вот эта дорога к солнцу, к свету, к новым возможностям, к иному качеству жизни. Что-то за зиму вы не должны упустить, мои дорогие стрельцы. Поэтому, где-то не время, как собой рисковать. Это раз. Придется где-то анализировать, просчитывать, работа интеллекта. У нас с этого, в общем-то, все и началось. Но это для вас подарит незабываемые эмоции, это точно. Когда вы будете уже за зиму видеть, что да, мой какой-то проект, он жизнеспособен. Это не просто какая-то идея, а я реально могу построить свое счастливое будущее. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.